Друзья, здравствуйте! В эфире передача об умных продажах без скидок. Меня зовут Алексей Урванцев. У нас сегодня в гостях человек с интересной фамилией и не менее интересным именем Валерий Золотухин. Я сегодня буквально 5 минут назад спросил, не родственник ли знаменитого актера, но он рассказал интересную историю, которой сегодня чуть позднее поделится. Валерий – генеральный директор компании, которая производит и продает бактериальные закваски. И я пригласил его, потому что он тот предприниматель, который может поделиться, как выходить на международные рынки с российским продуктом. Тема сегодняшней передачи – инвестиционные продажи, как продавать себя, как продавать свои услуги, как продавать свой бизнес инвесторам, клиентам. Валерий, доброе утро. Доброе утро, Алексей. Чуть-чуть расскажите, пожалуйста, чем занимаетесь и почему тема инвестиционной продажи вам близка? Ну, начнем с того, что данный бизнес, я его не придумал, то есть я не являюсь его основателем, я в него пришел как инвестор, как бизнес-ангел. То есть до этого я занимался бизнесом, связанным с продажей телефонов. Было еще несколько проектов, но я искал какую-то очень интересную нишу для себя. Вот, мне хотелось выбрать какой-то полезный для людей продукт, во-первых. Во-вторых, чтобы эта ниша была не такая конкурентная, с другой стороны маржинальная, масштабируемая. Вот, и, собственно, таким образом вышел на небольшую украинскую компанию, основанную на базе Академии аграрных наук. Так. Вот, и, собственно, с моим приходом туда все это дело оживилось. Вот за прошлый год мы продали 9,5 миллионов упаковок. Упаковок чего? Чем занимается компания? Вот, значит, что такое закваски? Закваски – это бифиды лактобактерии в сухой форме лиофилизированной. Вот, это известная такая в кругах производственников форма, история, когда, значит, эти бактерии живые, они высушиваются и находятся в состоянии анабиоза, то есть как бы в спячке. Когда они попадают в теплое молоко, они начинают жизнедеятельность, и молоко превращается в известные нам йогурт, кефир, творог, сметану, детские кисломолочные продукты, какие пробиотические слова кисломолочные продукты. По моему первому образованию, насколько знакомые слова, вы не представляете. Ну, значит, мы найдем общий язык точно в этой теме. Значит, и, в общем-то, ну, я сам вообще начнем с того, что я в Луганске родился. Вот. Но, естественно, в силу последних событий, там, которые произошли, вот, в 2013 году уже оттуда забрали всех родственников. Вот. Кто-то из них сейчас у меня в компании работает. И в Украине этот продукт был уже достаточно популярен, вот, в России практически не представлен. Вот. Мне дали его попробовать, я попробовал. Честно говоря, ну, был просто поражен, потому что я такого никогда не пробовал. Это... Прям на вкус? Да. Ну, как объяснить? То есть, вот есть определенный стандарт. Вот кофе плохое, там, горькое, да, и кофе классное, там, не знаю, там, Starbucks, да, вот, мирового уровня кофе. Есть вино, там, бодяга, а есть вино, там, просто, не знаю, белиссимо. Вот. То же самое здесь. Есть йогурты ненатуральные, с кучей, там, добавок, красителей, консервантов, загустителей и так далее. Ну, то есть... А есть йогурт настоящий, вкус из детства, не знаю, по густоте, по всем параметрам. И из моего детства йогурт вспоминается реклама, там какие-то бактерии Шерихиа коли, там что-то еще. Оттуда вкус. Было такое, но это, наверное, знаете, еще с молочных кухонь. Правда, если вспомнить качество той рекламы, кто считал эти бактерии? Ну, смысл, короче говоря, в том, что когда ты кисломолочку готовишь дома, то йогурт получается свежайший, с максимальным содержанием живых бактерий. Просто сам производственный процесс, когда уже, например, на заводе это произвели, им надо добавлять туда что-то, потому что иначе как ты построишь логистику, дистрибуцию? То есть консерванты, ну, конечно, рода, да? Но оно же сначала лежит на складе, потом где-то везется на машине, потом приезжает на распределительный центр сетей. Если мы видим, что срок годности у этого йогурта месяц и больше, то, конечно, скорее всего, этот йогурт мумия.
Да, да. Ну, то есть не надо как бы себя тешить надеждой, что там что-то будет полезное. Вот. То есть вы делаете закваски для домашнего употребления, то есть домашняя хозяйка может из молока сделать что угодно, йогурт, кефир, сметану, там, не знаю. Да, Да? да, да. Ну, всю линейку, также есть хлеб бездрожжевой, и сейчас сделали линейку для сыров, то есть можно сыры дома делать. Здорово. В условиях кризиса, санкций актуально. Здорово, хорошо. Ближе к теме инвестиций. Мы поняли, да, чем занимается компания. Что вот вы пришли как инвестор. Дальше что? Ну, соответственно, я оценивал прежде всего, вообще, когда любой инвестор приходит, да, в компанию, он сначала смотрит на команду, то есть, что была за команда. Потом он смотрит на продукты, на рынок. Ну, это вот основные критерии оценки, да. Последовательность именно такая, да? Ну, вначале, конечно, с кем я работаю со стартаперами и периодически помогаю готовить питчи для инвестора. И там обычно вопрос, кто тут команда, кто у нас, он одним из последних следует. А обычно одним из первых вопросов, их обучают во всяком случае, этих стартаперов, покажи инвестору, сколько он заработает на этом проекте. Вопрос людей важен, но не первичен. Как к этому относитесь? Нет, я с этим подходом не согласен, потому что, на мой взгляд, хорошая команда может вытянуть даже средний проект. То есть, ну, посмотрите, например, не знаю, там, Додо Пицца. Вот, так. Пицца обычная, казалось бы, рынок там конкурентный, да, что ребята делают? Там несколько миллиардов оборота там за 5 лет, да, сделали с нуля. Вот. Если так вот оценивать с точки зрения там бизнеса, ну как ты убедишь? Там, условно говоря, финмодель можно нарисовать любую, там, циферки подставил, в Excel растянул, да, табличку, и там тебе все красиво нарисовалось и посчиталось. Поэтому смотрится прежде всего основатель, кто там управляющий, его трек-рекорд, да, что за ним стоит. Вообще, он порядочный человек или нет. Потому что я вот, например, последний год я очень плотно рассматривал инвестиции в молочную сферу. И чем больше я их как бы рассматривал, тем меньше мне это нравилось. То есть там такие схемы мутят. Там гендиректор, значит, открывает параллельно свое предприятие, землю там выводит на одни юрлица, значит, помещения на этой земле на другие юрлица, значит, набирают кучу кредитов, фиктивно банкротятся, делают приписки там по молоку, значит, чтобы получать эти субсидии. Ну, такие замуты. Ну, вот зачем в это лезть? Ну, как бы, ну да, наверное, бизнес перспективный, потому что везде в стране производство, везде в мире... такой бизнес. Везде в мире, нет, везде в мире производство молока растет, в России падает, есть дефицит молока. Ну, казалось бы, есть дефицит. Кстати, международные инвесторы, сейчас вот там вьетнамцы $1 миллиард инвестировали в Подмосковье, именно в молочную среду. То есть понятно, что ниша перспективная. Тем более нам к закваскам она тоже очень лепится, потому что нашего продукта без молока нет. То есть как бы нам нужно молоко. И люди нас часто спрашивают, у нас примерно где-то 25 тысяч клиентов по России сейчас. Вот. И нас часто спрашивают, какое молоко вы рекомендуете, чтобы готовить это дома. Хороший вопрос, кстати. А можете как профессионал порекомендовать? Ну, так мы же хотели сделать молоко, чтобы его рекомендовать, наше молоко. И начали искать как бы партнеров в этой сфере. И вот куда ни обращались, ну везде, ну такое просто как бы там оцениваем бизнес, да, потом выясняется, что на нем кучу долгов, каких-то людей кинули. Ну как вот, ну как можно с такими людьми работать? То есть у них еще какие-то понятия из 90-х, то есть что там можно кинуть и остаться как бы незамеченным. Сейчас уже мы живем во время информационной открытости, то есть сейчас уже эту, ну, иголку там, или как это, кота в мешке, да, ты не утаишь. Все, если твоя репутация уже запятнана, то мне лично не важно, там, какой у него проект, и какая у него финмодель, и как он там все это презентовал. Если все, это сразу же блэклист, то есть автоматом. Поэтому я смотрю в первую очередь на того, кто за человек. И, кстати говоря, если хороший, интересный, перспективный человек с незапятнанной репутацией, хорошая команда, а при этом проект слабенький, что будете делать? Ну, на самом деле проект можно доработать. То слабенький, на ваш взгляд, как инвестора, то есть вы видите, что вам предлагаются невыгодные условия, или видите излишне долгий срок окупаемости, или какие-то другие правила? Смотрите, на самом деле вот наш проект с заквасками тоже был достаточно слабенький, когда я пришел. То есть продавалось там, не знаю, там 1300 в месяц.
рублей. Ну, то есть, что это за продажи? Вот. Вообще не было никаких контрактов с сетями, там, понятия дистрибуции федеральной, не знаю, там, региональность бытовой сети какого-то. Вот. Меня изначально попросили настроить рекламу и маркетинг. Вот. Но я когда пришел, то есть я посмотрел, что тут нужно вообще все перекраивать и перестраивать. То есть я фактически был как бизнес-ангел. Я не просто вложил деньги, это были такие smart money, а потом уже просто это перешло в формат прямого сотрудничества. То есть да, у нас группа компаний, как бы собственность разделена, потому что компания работает не только в России, на зарубежных, да, рынках. Вот, российская часть, она мне полностью принадлежит 100%. За границей там юрлица другие, то есть зарегистрированные там в британском праве, они принадлежат партнеру, но я ему помогаю это дело развивать. То есть у нас как бы такая вот форма взаимодействия. Вот. И если бы я оценивал с точки зрения вот организации бизнеса, да, и тех кадров, которые там стояли, ну, в это нельзя было инвестировать, потому что там, ну, там вообще творилось очень много бреда. То есть вообще, ну, абсолютно. Там, например, отдельная статья затрат была кальяны для руководства. То есть это вообще стартап. Ну, это просто нонсенс. Это как? То есть компания находится в точке там, ну, вообще своего начального развития и покупает кальяны за деньги фирмы. Это что такое вообще? Ну, то есть, это как? И мне, ну, для меня это шок был, с одной стороны. А с другой стороны... Что вы с этим сделали, интересно? Да убрал их всех там к чертовой матери. Ну, что я сделал? Стал сам гендиректором, сам начал все отстраивать с нуля. Вот что я сделал. Ну, вложил деньги. Потом, через какое-то время, когда компания доросла, уже мы начали деньги привлекать с рынка. Кстати, бактериальные закваски единственный опыт инвестирования или был еще? Не, конечно, были еще. Но было достаточно много неудачных опытов. Вот. А из удачных, в момент, когда рубль упал, вот, я инвестировал в экспорт люксовых автомобилей из России. То есть этот бизнес вообще никто не понимал, в чем прикол. Но я сейчас тоже не понимаю. Да. В чем прикол? Я сейчас объясню. В общем, так или иначе, если рассматривать ну, земной шарик как некий вот, общий рынок, да, то всегда в каких-то странах происходят кризисы. И падают валюты национальные. В то же время в других странах они удерживаются. И за счет этого происходят очень интересные ценовые перекосы. То есть, условно говоря, например, на момент, когда рубль упал, в Китае рейндж-роверы такой же комплектации, как в России, стоили на $50 тысяч дороже. Так. Вот. Соответственно, при такой как бы марже на одной штуке, это покрывает все, то есть это покрывает логистику, проценты инвесторам, ну как бы все, вот. И там ну эти таможенные сборы, вот, собственно, в этом и смысл. И отслеживание таких вещей, это называется арбитраж. Угу. Ну, то есть такие вещи, это не обязательно привязано только к России. Ну, например, мы открыли офис в Германии и покупали машины в Мексике для экспорта их на Ближний Восток. Ну, так вот, такой был пример, например. Но из России мы экспортировали порядка 30 автомобилей. Как вы на эту идею вышли и что вообще, собственно, происходило? То есть у нас передача об инвестиционных продажах, да? Да. В данном конкретном случае. А вот сам-то кейс нестандартный. Как находить ниши, в которых нет конкурентов? Бизнес, который конкурентам непонятен. Ну, на самом деле, вот конкретно на эту нишу я вышел не от хорошей жизни, потому что у нас в заквасках есть большая составляющая валютная, поскольку хорошие бифидолактобактерии в лабораториях производятся заграничных. Соответственно, когда валюты поросли, стало грустно, потому что мы работаем с сетями федеральными, с дистрибьюторами, мы законтрактованы, и мы не можем поднять цены вот так, по щелчку. Соответственно, для нас-то уже выросла цена, а мы-то не можем нашим контрагентам цены быстро поднять. И мы начали быть убыточны. Вот. Ну, то есть диверсифицировали. Соответственно, я просто в срочном порядке начал искать какие-то идеи, что можно экспортировать, чтобы покрыть вот эти вот убытки. Ну, где можно валютную выручку сделать.
Вот. Путем анализа, то есть начал я вообще там с кедровых орехов. Вот. Но как выяснилось, что там не так все просто. То есть там нужно там куча каких-то лицензий получать. А вот скажите, клюкву не анализировали? Клюкву нет, не анализировал, но любое, что связано с экспортом именно пищевой продукции, то есть там есть ряд нюансов, то есть нужно бумаги получать, но это время там определенное и так далее. У нас этого времени не было. Вот, а как вышел, ну, на самом деле я достаточно социально активен, то есть там соцсети веду, вот, сейчас делаю блог, как отдельный сайт. И, ну, ко мне практически каждый день сыплятся какие-то предложения, которые я фильтрую, то есть там на адекватность. Какие-то интересные предложения я закидываю в банк идей. Вот, эти идеи у меня варятся, ждут своего часа. Вот, когда настал час, то есть стало тяжело, я залез в этот банк идей и вспомнил, ну, пролистывая как бы все эти идеи, я вспомнил, что мне уже поступало такое предложение. То есть меня хотели познакомить с одним инвестором, который, значит, занимается вот этими машинами. Вот, и у него был интерес к российскому рынку. И я вышел на этого товарища, вот, мы созвонились с ним, поговорили. Ну, собственно... Насколько мне мой английский язык позволял. И потом мы встретились, он прилетел в Москву, мы переговорили, вот, он улетел, и, собственно, он инвестировал 200 тысяч евро, первый транш был, вот, на который мы начали скупать автомобили и дальше с ним начали в общем-то, работать. просто внимательно отнеслись к тем сигналам, которые мир вам приносил, то есть создавали картотеку идей, конечно, конечно. чтобы можно было вернуться к ним. Хорошо, а если взять, насколько я понял, этот бизнес, эта инвестиция выстрелила, а если взять неудачный опыт, то есть давайте пройдемся по граблям. Что вы делали и как, на ваш взгляд, нужно было сделать по-другому? Почему они были неудачными? Ну, на самом деле, вот, если брать два таких бизнеса, да, вот закваски и автомобили, они абсолютно не связаны. И вот здесь очень важный такой момент, что я вообще против как бы распыления. Здесь просто это было, ну, вынуждено было. Тут еще мало того, что... Случайно. Мало того, что вот там все было одно и сразу. То есть там, ну, такое ощущение, когда вот беда не приходит одна. То есть у меня угоняют автомобиль. Значит, ну, это там отдельная история. Значит, падает курс, компания становится убыточной. Плюс к этому Россия вводит против Украины пошлины. Значит, украинские товары начинают директивно убирать из сетей. То есть я не знаю, там, это есть какая-то команда сверху поступила, или это решение руководства этих сетей. То есть нас начали выкидывать. Мы в итоге бюджет маркетинговый перераспределяем на локализацию производства в России. Потому что, ну, в Украине было гораздо больше смысла это делать, потому что там дешевле рабсила, там помещение в собственности было и так далее. То есть мы сейчас в итоге, ну, все это перестроили, сделали в России, да. Вот. Но, естественно, когда ты тратишь кучу сил на дублирование производства, у тебя продажи падают, маркетинга не хватает денег, ну, то есть начались проблемы, вот, объективные. И я пошел в другой бизнес. При этом мой фокус внимания распылился. И, соответственно, когда ты распыляешься, так или иначе, ты там здесь 50%, здесь 50%. Почему, например, любые холдинги, сильно диверсифицированные, инвесторы оценивают с дисконтом? Да потому что над этим холдингом всегда стоит еще надструктура какая-то, управляющая компания, там, этими бизнес-юнитами. В этой управляющей компании сидят сильно дорогие, сильно умные люди, которые всем этим управляют. И, соответственно, общие косты на группу, они становятся больше, а рентабельность всех этих компаний становится меньше. И даже там какие-то синергетические моменты там в плане, не знаю, там общей юрслужбы, общих кадров, там, не знаю, мощи, не окупают того, что... устойчивости в плане там привлечения денег, каких-то распределения финансов, они все равно не окупают вот этих костов, и ты не можешь быть экспертом во всем. То есть один момент ты пришел в нишу там, да, в продуктовую и конкурируешь там с определенным набором компаний, да, других. Другой момент, что ты в каждой нише конкурируешь там с большим количеством компаний, которые там узкоспециализированы. Вот, поэтому я пытался как бы и там успеть. В итоге у меня и там были, ну скажем, в заквасках там рост сильно замедлился.
начались какие-то, не знаю, ну, ошибки, там, не знаю, утеря контроля, да, там, были люди, которые, там, получали зарплату, ничего не делали, да, просто до того момента, пока вот мой фокус внимания с них как бы сместился, как фонарик, вот светишь, да, они вроде что-то делают. Как Свет только убрал. внимание инвестора, учредителя Ну. переключается на другой элемент этой цепочки, все. Да. Тем более, что это особо и не цепочка, то есть звенья Естественно. между собой особо не связаны. С другой стороны, вот еще момент по тем же машинам, да, мы в этой нише не разбирались, то есть как бы новые машины, ну, мы заказывали новые, да, автомобили, при их экспорте мы возмещали НДС. Ну, это стандартная процедура. Вот. Параллельно мы начали заниматься бэушными машинами. И вот это была большая ошибка. Что намного сложнее. Да, чем потому новые, что да. мы пытались как бы успеть везде, то есть там было такое, что покупали там, например, там 2 машины в день, там, да, там, и их нужно было перегонять до порта, и из порта они уходили. Вот, мне не хватало водителей, мне не хватало как бы людей, к тому же, ну, нужен был кэш на покупку этих машин. Кэш — это всегда риски. В итоге один раз мы попали с кэшем. Вот, там водитель там якобы напился и потерял, ну, как бы, ну, как уже. Вот, а это понятно, что деньги большие. Потом я, поскольку, как бы, я уже никому не доверял, я подключил отца, чтобы отец мне помог в этом. Значит, отец человек пожилой, вот, доверчивый. Значит, проглядел, купил машину угнанную по документам, ну, то есть там вины перебиты и так далее. В итоге эту машину в порту как бы заблокировали. Ну, то есть это такие ошибки, когда ты пытаешься сильно быстро делать то, в чем ты еще не разбираешься, в этих всех нюансах, а дьявол, он всегда в деталях. Конечно. И в итоге начали вот эти потери. И... Грабли инвестора номер 1, Да. если обозначить. Браться за те бизнесы, в которых ты не разбираешься. Б. Набирать слишком много тех бизнесов, которые ты не можешь проконтролировать. Даже если под твоим управлением будет несколько бизнесов, я правильно понимаю, лучше, чтобы они были хотя бы увязаны в производственную цепочку друг с другом, чтобы у вас была целостность видения картины. Конечно. Я правильно сформулировал? Да, так точно. Следующие грабли, то есть вот если пройтись именно по ошибкам инвестора, что еще можно обозначить? Вот именно по опыту, по кейсам можете на конкретных примерах разобрать. Во-первых, я считаю, что на уровне малого бизнеса самое правильное — привлекать деньги от частных лиц. То есть вот я пытался там общаться с фондами, причем более того, на меня выходили люди из так называемого family офиса. Это компания, которая создается для управления личными финансами там, человека там, уровня Forbes. Так. Family офис, семейный офис по управлению деньгами. Это очень интересный опыт в плане общения с такими людьми, как они это делают. То есть там ты подписываешь сначала там NDA о неразглашении, потом, значит, проект, который ты обсуждаешь, ты подписываешь, значит, письмо об эксклюзиве на какой-то период. То есть смысл его в том, что ты не имеешь права общаться больше ни с кем, кроме них, до тех пор, пока они не примут решение. Да или То есть нет, любое, да. Тебе сразу ставят такие рамки. Вот. Соответственно, тебя начинают сканировать. Ты никогда не получишь высокую оценку компании. Если ты общаешься с частными инвесторами, то как бы, сколько стоит твоя компания? Моя компания стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. Так. Вот он принцип при общении с частными инвесторами. При общении с этими ребятами компания стоит ебеда умножить на мультипликатор. Средний по отрасли. И все. То есть ты как бы им там хоть что рассказывай, рисуй там им, как ты сейчас все масштабируешь, их это не волнует. Потом, с частными инвесторами вообще всегда лучше продавать по чуть-чуть компании. 5%, 10%. То есть, ну, Почему? Потому что ты смотри сразу долгосрочно. То есть следующие раунды через там, 5 лет, 10 лет там, и так далее. Ну, то есть мысли, почему японцы там впереди планеты всей? Да потому что они на 200 лет планируют. А у нас хотят окупаемости через год, чтобы уже все вернули и прибыль там
200%. И к чему может привести в этой ситуации, Ну, если вы продадите сразу контрольный, например, большой Ну, пакет? это недальновидность просто, потом проблемы неизбежны, как бы в плане управления бизнесом. Опять же, важно понимать, что проектов, которые могут что-то создать хорошее, их гораздо меньше, чем людей с деньгами. То есть статистика официально, там на депозитах лежат триллионы рублей у нас в банках. То есть, люди не понимают, как инвестировать. Они боятся, и только какие-то шаги, еще финансовая грамотность крайне низкая у населения. При этом, где можно денег заработать, да, больше всего? Допустим, вот если просто на депозит, да, положить, есть там Сбербанк первый, да, вклад, 1,9% годовых в валюте, в рублях 7%. Фантастические цифры. Ты положил, При том, что кредиты выдаются под 20, 25, 30 и... Да, кредиты такие, и, это круто, что так перезакладываться. Естественно, нигде в мире такого нет, то есть за счет того, что я поездил, я там был 5 раз в Германии в прошлом году, да, там 5-6 раз где-то, летал там, встречался, то есть мы экспортировали куда? В Африку, в Китай и на Ближний Восток. Вот у нас это 3 направления. Так. Бизнес был так построен, то есть машины экспортировались в Германии, там был как такой хаб, там это все собиралось, по документам оформлялось и дальше уже шло дальше, то есть как такой центр был. И собственно забыл, к чему я это говорил. Мы говорили... Да. Сейчас подскажу, все нормально. Мы говорили о граблях инвестора. Совсем чуть-чуть назад отмотаем. То есть грабли номер 1 и 2 мы с вами обозначили. Что бы еще? То есть вы говорили о том, что общались с Family Office, вы рекомендовали размещать деньги маленькими порциями, причем именно частным инвесторам. То есть, продавать компанию, брать деньги у частных инвесторов, да. Причем малыми порциями, не крупными. Да. Чем больше доля инвестора, тем... Смысл в том, что на уровне малого бизнеса крайне сложно и крайне дорого структурировать компанию так, чтобы это подходило этим крупным, да, ребятам. А иначе они либо не инвестируют, либо инвестируют на невыгодных условиях и отожмут большую часть компании, а потом ты им еще будешь отчитываться. И тратить на это кучу времени, это тебя будет тормозить. Вот тебе и весь смысл. С частными инвесторами ты как договоришься, так и будет. То есть ты можешь договориться о конвертируемом займе, то есть что 3 года тебя вообще не трогают. Можешь договориться о какой-то очень умеренной, раз в квартал, например, отчет, раз в год аудированный отчет. И все, они тебя больше не трогают. То есть можешь договориться об очень высокой оценке. То есть, по сути дела, как договоришься, так и будет. То есть примеры сейчас уже есть прекрасные, и у меня есть опыт краудинвестинга, то есть я собирал дважды. Так, интересно. 17 миллионов 800 я собрал от 7 частных инвесторов, то есть просто через соцсети. Второй раз, Просто через соцсети? Просто через соцсети, да. Второй раз опыт был уже с 2 иностранными инвесторами, крупными, то есть там 1 100 000 евро. Вот такие суммы. И по сути дела, то есть вопрос был такой, люди же все разные. Для кого-то это большие деньги, для кого-то малые деньги. И это не потому, что эти люди лохи, у них хорошая интуиция. То есть, если человек захочет кинуть, никакие проверки не помогут. Кидают банки большие с их огромными системами скоринга, оценки и так далее. Эти банкротства, сговор между руководством компании и топ-менеджером банка, фиктивно. Таких схем их очень много, и их никакие скоринги в любом случае не пробьют. Все равно у банков есть достаточно большой процент невозвратов по деньгам. И возникает вопрос, а нужно ли делать этот скоринг, если ты в людях понимаешь, как в меня инвестировали. Он просто посмотрел, сказал I trust you и дал деньги. Все, то есть перевел деньги на компанию с уставным капиталом 10 000 рублей. То есть, частные инвесторы могут так поступать вполне. Конечно, нет. Во-первых, для него это не последние деньги, и для него это не такая большая сумма. И он понимает, что
мы идем как бы долгосрочно, он понимает, что мы сейчас будем делать и так далее. То есть, ну и сейчас, опять же, там, я веду дела открыто, то есть моя репутация, она дороже этих денег. И как бы, ну, у меня даже мысли не возникло там что-то как-то где-то мутить и каким-то образом его обманывать. Поэтому, ну, вот это самый эффективный способ. И когда пытаются сразу маленькие компании идти к крупным, это ошибка. То есть, если говорить вот про грабли. Я в этом плане терял время. Зачем время терять? Надо идти дорогой эффективности. А дорога эффективности, ну, заключается в том, что деньги надо искать у частных лиц. Вот. Сейчас, собственно, для этого в нашей группе компаний мы создаем фонд инвестиционный. Да. Об этом как раз хотела спросить. Да. И хорошую презентацию вы мне отправили. Расскажите об идее, международный масштаб. Давайте. У вас есть возможность сделать презентацию. Очень может быть, что кто-то из наших слушателей заинтересуется самой идеей. Ну, суть следующая. То есть мы делим компанию на 3, по сути говоря, группы связанные. То есть есть компании производственные, которые занимаются разработкой новых продуктов, которые занимаются организацией производств. И, кроме того, мы ищем компании из сфер там, здорового питания, производства продуктов, фармотрасли так или иначе, потому что мы работаем там, в данный момент примерно с около 3000 аптек и там 1700 магазинов. Вот, то есть мы и там, вот в этих двух отраслях. То есть мы ищем какие-то продукты смежные, которые мы бы могли в эти же каналы сбыта заводить. С другой стороны, у нас есть торговая компания, торговый дом, да, так это назовем, которые эти продукты продают. За счет того, что они наращивают ассортимент схожих продуктов, это сильно упрощает продажи и обслуживание этих продаж. То есть мерчендайзинг, логистика, как бы все эти косты, они снижаются за счет объема. Собственно, все компании мировые, там, Procter, Nestlé, Johnson, Danone, они все развивались по примерно схожей схеме. То есть вы придумали создать наш российский Procter & Gamble? Ну, можно сказать и так, да. Nestlé. Важно не то, где там находимся, да, мы там в текущей точке, да, как бы это... Ну, мы сейчас по масштабам FMCG, мы букашка, да, то есть вот там наш объем продаж за прошлый год был там 120 миллионов рублей. Как бы, если брать по общей группе компаний, ну, там около 350 миллионов рублей. Ну, 120 это то, что мне принадлежит, вот эта часть. Вот. Это как бы ни о чем вообще. Ну, то есть это вот микроб, можно сказать. Но не важно, какого размера компания, важно, что ты понимаешь ту точку Б, куда ты идешь, куда ты хочешь идти. Если ты этого не понимаешь, ты туда гарантированно не придешь. А мы понимаем, что мы туда хотим идти. Вот. И мы, изучая опыт лучших практик компаний мировых, да, я понял, что там все очень просто было. Был один какой-то базовый продукт. Они его сначала раскрутили. Потом они выстроили отношения с инвесторами и начали вокруг этого продукта наращивать вот ассортимент. Я не знаю, не все, наверное, знают, что Простоквашино, известный бренд молочный, принадлежит Данону, вот, а домик в деревне, любимый многими продукт, принадлежит PepsiCo. Вот так вот, да? Вот так вот, да. То есть, как это так получилось? Да просто потому, что они начали скупать всех подряд, наращивая ассортимент. То есть, у Nestlé, по-моему, 400 там, заводов или 300 заводов. Там, у PepsiCo там что-то какая-то близкая цифра, там 250 заводов и так далее. Вот, и за счет этого они начинают доминировать, давить в каналах. То есть они себе могут позволить визиты мерчендайзера, который там полку поправляет, гораздо чаще, чем мелкие компании. Мелкие компании вообще себе не могут этого позволить, потому что, ну, если узкий ассортимент на полке, то там и продажи маленькие. С одного магазина, ну, например, там 5000 в месяц, да, там, а ты должен заплатить эти 5000 там, человеку, который туда ходит. У тебя это не окупается. Если у тебя в точку запихано большое количество ассортимента, то ты себе можешь позволить и мерчендайзинг, и логистика на одну единицу продукции. Еще раз, в чем суть предложения и в чем суть предложения для новых инвесторов? То есть, что вы предлагаете, что вы проектор? Суть следующая, то есть мы концентрируемся на сфере здоровых продуктов, да, которые несут пользу людям, и продлевают им жизнь.
Вот так вот. Это громко звучит, но были даже исследования Мечникова на тему наших живых этих бактерий. Вот Мечников – это Нобелевский лауреат. И, собственно, мы смотрим какие-то хорошие, полезные продукты, дабы их вот так же объединить, получить вот эти все синергетические эффекты по многим параметрам, продавать их через общие торговые компании в общих каналах сбыта и так далее. Вот. Есть две структуры. Обычно инвестиции привлекаются под какой-то конкретный проект. Вот ты нарисовал проект, потом ищешь деньги. Мы сначала ищем деньги, мы делаем как бы это параллельно, две эти истории. То есть над нашими вот этими двумя производственными и торговыми компаниями создается компания финансовая. Эта финансовая компания, ее цель перманентно, постоянно искать и привлекать деньги. В управление, по сути дела. Я как инвестор на заквасках получил доходность примерно 600% за 3 года. Ну так вот, для понимания. Вот так вот, хорошо. Да. Это интересно. Вот. Компания строится в основном на том, ну то есть как бы основной мейнстрим мы инвестируем вот в эту сферу в нашей компании, да. Значит, если образуется какой-то избыток, да, денег, то мы ищем, по примеру там Уоррена Баффета, да, делаем концентрированные инвестиции какие-то в сторонние компании, руководство которых мы знаем, бизнес которых там масштабируем и мы понимаем. Вот, делаем долгие инвестиции, то есть никаких спекуляций, никаких там, ну, мы вот концентрируемся только на нашей сфере, с одной стороны, и с другой стороны ищем какие-то выдающиеся компании, вкладываем в них некие излишки денег, которые образуются. Здорово, не знаю, как вот слушателям, вот мне вы эту идею продали. Интересно, искренне желаю российскому производителю таких здоровых продуктов. И успех. Очень важный момент здесь еще есть, что все эти крупные компании западные, они все заложники курсов своих акций, биржи, банки и так далее. Но по сути дела сейчас такая информационная открытость, что зачем нужны банки, биржи, брокеры там, и так далее. То есть это же все посредники, которые забирают процент и они удорожают эти деньги. Вот в чем смысл. А здесь же получается, что кто такие банки? Они берут деньги у инвесторов, там, профессиональных, непрофессиональных, неважно, и дают деньги бизнесу, который создает value, стоимость, да, дополнительную. И живут на этом проценте, содержат там всю свою эту дорогую структуру. Зачем они нужны? Убираем их. Остаются только те, кто имеют деньги, и только те, кто создают value. И они напрямую коммуницируют. То есть, вот как бы в этом смысл. И за счет блога, за счет соцсетей, за счет всего этого, через краудинвестинг мы можем давать инвесторам большую доходность. Потому что нам не нужны банки, брокеры и вот эта вся, как бы, так называемая профессиональная какая-то... Надстройка, скажем так. Ну да, зачем они... Спасибо большое, вот. Валерий, огромное спасибо. В этом смысл, да. Друзья, я сегодня решил пригласить именно практикующего инвестора, человека, который строит российскую производственную компанию, у которого есть большой проект по выходу далеко за пределы, не тренера, не консультанта, не профессионального спикера. И мне кажется, получилось интересно. Я задавал вопросы практику о том, как инвестировать, о том, как самому получить инвестирование. Ну и, естественно, дал возможность ему рассказать о своем проекте, потому что на своих кейсах, конечно же, интереснее получается и полезнее для слушателей. Валерий, огромное спасибо. Спасибо. Искренне желаю вашему проекту успеха. Ну, а слушателей приглашаю на нашу передачу снова в следующий четверг в 9 утра. Всего доброго, до свидания.